Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами свяжем салфетку, используя два крючка, обычный крючок номер 3 и тунисский крючок номер 3. Такой крючок я покупала на Wildberries. Артикул оставлю в описании под данным роликом. Вязать будем из полиэфирного шнурочка 2 миллиметра, карамель Baby, заказать который можно со скидкой 10% по моему промокоду. Цвет называется фисташковое мороженое. Итак, приступаем. Берем сначала обычный крючок, у меня это номер 3. Итак, изначально делаем кольцо амигуруми, вытягиваем петельку, провязываем. Далее в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первую петельку мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем наше кольцо. Соединительной петлей закрываем ряд. Соединительной петелькой, да, делаем воздушную петлю, и далее по правилу идеального круга мы второй ряд, у нас во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. То есть мы под каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. Провязываем 1, 2, снова 1, 2, то есть под каждую косичку провязывайте по 2 столбика без накида. 1, 2. Посчитайте, чтобы у вас было 12 столбиков. 12. У меня их 12. Все. Соединительной петелькой закрываем ряд. Вот такой получился у нас маленький круг. Далее мы с вами набираем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 воздушных петель у нас. И далее переходим на тунисский крючок. Смотрите, если у вас нет тунисского крючка, салфетка не такая большая, можно просто использовать вот такой вот крючок без ручки. Потому что на такой размер салфетки вот такого крючка вполне достаточно. Ну, у меня есть тунисский крючок, я покажу вам, как вязать тунисским крючком. Переходим. У меня тоже номер 3, как и основной крючок. Смотрите, что делаем. Делаем накид, пропускаем 2 воздушные петли, и в третью мы провязываем столбик с накидом. 1, 2 столбик с накидом, 3, 4, 5, чтобы на крючке у вас получилось 6 петелек. 5 столбиков с одним накидом мы провязали. Далее мы с вами за полупетлю провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И остается у нас вот этих 5 воздушных петелек. Мы провязываем просто 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем в то место, смотрите, откуда мы начинали вязать наши воздушные петли. Вот в эту петельку.
Все, то есть просто вытянули воздушную петлю. Смотрите, всего у нас на крючке должно быть 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 петелек. Как провязываем тунисским крючком, просто идем в обратном направлении и провязываем по 2 петли. Опять же говорю, что салфетка небольшая, и если у вас есть крючок без ручки, то вполне это можно делать и этим обычным крючком. Вот что у нас пока получается. Далее набираем 1, 2, 3 воздушные петли, делаем накид и вяжем за вот эти вот перемычки. В тунисском вязании можно вязать и за вот эти петельки, можете поэкспериментировать, но данную салфеточку мы вяжем вот именно за эти перемычки. То же самое, как мы вязали, мы с вами провязываем 5 столбиков с накидом, 2, все вяжем за перемычки, 3, 4, 5. Далее провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 воздушных петелек, опять же за перемычки. 1, 2, 3, 4, 5. И снова туда же, куда мы провязывали вот первый наш лепесток. То смотрите, и идем обратно. На крючке у нас опять 17 петелек. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. И в обратном направлении идем, провязывая по 2 петли. Вот такое несложное вязание. Получается красота. Размеры вы можете сами регулировать. То есть вы можете связать одну большую салфетку, несколько маленьких по такому принципу. Получится очень красивые сервировочные салфеточки, то есть подставка под горячее, все что угодно. Смотрите, какая красота у нас получается. Итак, далее мы снова набираем 3 воздушные петли, делаем накид и продолжаем вязать за перемычки. 5 столбиков с одним накидом, 2, 3, 4, 5. Провязали 5. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, и третий наш лепесток мы тоже провязываем под эту косичку. То есть под каждую косичку мы провязываем по 3 лепестка. И идем в обратном направлении. Смотрите, все 3 лепестка мы провязали под одну косичку. Под следующую косичку мы снова провязываем 3 лепестка. То есть мы с вами сейчас начнем вязать новый лепесток, и его уже мы будем фиксировать под новую косичку. Так. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли, накид,
Раз, два, три, четыре и 5. 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, 5. 5 столбиков без накида. Далее 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5. Все, и заходим теперь под новую косичку. Сюда мы тоже провяжем 3 лепестка и так далее. То есть под каждую косичку мы будем провязывать по 3 таких лепестка. Все, 17 петель на крючке. Следуем в обратном направлении. Далее вы вяжете самостоятельно, а я вам уже покажу просто как соединить эту салфеточку, как ее закончить. Все, далее вы вяжете самостоятельно. Итак, мы провязали 36 лепестков. Если вы делали точно так же, как я вам сказала, то есть под каждую косичку провязывали 3 лепестка, то у вас тоже должно было получиться вот так. Теперь мы сшиваем нашу салфеточку. Я уже обрезала свой шнур. Так, вытягиваю петлю. Все, крючок нам больше не нужен. Берем иголочку. У меня вот такая вот иголочка. Складываем нашу салфетку лицевой стороной внутрь. Так, берем, захватываем полупетельку и вот немножко глубже идем, да, чтобы у нас красивая строчка была. Видите? Вот чтобы иголочка вот так заходила, а с этой стороны мы захватываем перемычки вот эти. Вот, захватываем полупетля, еще петелька, которая рядышком, а с другого края перемычка. И просто сшиваем 2 детали. Покажу потом, что вышло. Итак, смотрите, что у нас получается. Это салфеточка уже после влажной тепловой обработки. То есть я прошлась паром, потому что она получается немножко, ну вы видели, какая она при сшивании, да. Сейчас прошлась паром. Вот так вот, вот эти лепесточки, вот так вот можно повытягивать, чтобы, ну, смотрите, чтобы каждая петелька была видна. Вот изнаночная сторона. Вот такая получается красота. Вот так. Украшаем свой рабочий стол. Ну, как-то так. Если полезен был мой видеоурок по вязанию вот такой салфеточки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!